Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как яблочный уксус влияет на наш организм и какую пользу или же наоборот вред он может нанести. Давайте разберемся. Яблочный уксус – это древнейшее народное средство с антибактериальным эффектом, обладающее интересным вкусом и ароматом яблок. Он используется не только в кулинарии, но также и в медицине и косметологии. Этот продукт делают из яблочного сидра или ферментированного забродившего яблочного сока. В имеющуюся жидкость добавляют дрожжи, и благодаря работе микроорганизмов из сахара получается спирт. Затем в состав включают бактерию ацетобактер, которая превращает спирт в уксусную кислоту. В итоге мы получаем средство с большим количеством полезных веществ, таких как витамины группы А, В, С, кальций, магний, железо, пектин и другие важные компоненты. За счет их обилия уксус способен комплексно влиять на наше состояние и оздоравливать организм. Но прежде чем включать яблочный уксус в свой рацион, давайте разберемся в его преимуществах и недостатках. Еще с давних времен уксус использовался для очищения, обеззараживания и уменьшения воспалений. Натуральная кислота помогает очищать кожу, поэтому ее используют в создании косметических средств, пилингов и лосьонов. Но применять их можно только после консультации с дерматологом, так как на раздраженной коже уксус может вызывать обратный эффект. Помните, что уксус всегда используется только в разведенном виде. Давайте начнем с положительных эффектов яблочного уксуса. Это средство помогает решить многие проблемы, связанные с нашим здоровьем и работой организма. Во-первых, он борется с вредными микроорганизмами. Так как яблочный уксус оказывает антисептическое воздействие на многие опасные организмы, то он может справиться, например, с кишечной палочкой или сальмонеллой, которые встречаются в продуктах питания. Во-вторых, он улучшает работу ЖКТ. В составе продукта есть пектин и пробиотики или лактобактерии, и они благоприятно влияют на наш желудочно-кишечный тракт. Кроме того, этот продукт помогает вырабатывать соляную кислоту, которая необходима для нормального пищеварения. С возрастом выработка этой кислоты становится гораздо меньше, что отрицательно влияет на работу ЖКТ. Прием яблочного уксуса помогает восстановить функционирование желудка, улучшает пищеварительный процесс, а также борется с изжогой и метеоризмом. Интересным фактом является то, что яблочный уксус может помочь при варикозном расширении вен. Если что, нет, он не лечит заболевания и не подменит того, что прописал вам врач, но он способен сделать вздувшиеся вены чуть менее заметными, и поэтому в качестве вспомогательного средства он идеально подходит. Следующим будет снижение холестерина. Яблочный уксус оказывает благотворное воздействие на сердце. В составе этого продукта есть калий, который укрепляет сердечную мышцу, а в сочетании уксусной и хлорогеновой кислот помогает избавиться от вредного холестерина и активизирует выработку полезного. Очень важным является то, что уксус поможет вывести токсины. Со временем в нашем организме начинают накапливаться шлаки, которые негативно отражаются на здоровье. Этот продукт хорошо справляется с токсинами и нормализует кислотно-щелочной баланс. Наиболее полезен нерафинированный яблочный уксус, которого в продаже, к сожалению, не найти. Пастеризация и фильтрация разрушают полезные свойства и уничтожают всю пользу уксуса. Нерафинированный уксус на вид будет немного мутным, с возможным осадком или пеной на поверхности, которые являются результатом деятельности уксусных бактерий, и они не являются опасными. При сильном желании яблочный уксус легко приготовить в домашних условиях. И вот отличный рецепт. Нужно выжать сок из яблок и процедить его через марлю. Затем перелить сок в стеклянную или керамическую посуду, разбавив водой, добавить сахар и дрожжи. Все это нужно перемешать. Затем нужно перекрыть доступ воздуха, например, надеть резиновую перчатку или шарик на горлышко. Поставить в темное место на 2 или 3 недели и периодически взбалтывать. В процессе брожения будет выделяться углекислый газ, который будет раздувать эту перчатку. Таким образом мы получим сидр.
Когда перчатка опадет, ее нужно снять, горлышко прикрыть марлей и дать добродить соку, и при доступе воздуха он превратится в уксус. Периодически нужно пробовать его на вкус и при достижении нужной концентрации кислоты перелить в герметическую стеклянную тару и закрыть. И вот у вас уже готов отличный домашний яблочный уксус. А теперь давайте поговорим про вред этого продукта. В первую очередь уксус – это кислота, поэтому применять его как внутрь или наружно можно только в разбавленном виде. Особенно высока концентрация магазинного уксуса, примерно до 9%. Домашний не так агрессивно реагирует на слизистые, и разводить его требуется гораздо меньше. Несмотря на всю пользу этого продукта, он также может нанести вред. Например, чрезвычайное употребление уксуса может нанести урон пищеварительной системе и повредить зубную эмаль. Если вы будете нерационально использовать уксус для полоскания горла при различных заболеваниях, то это может спровоцировать раздражение или даже ожог слизистых. Полностью исключить уксус нужно при язвенной болезни, гастрите или же колите желудка и кишечника, поскольку поврежденная слизистая подвержена воспалению. Страдающим от заболевания почек также противопоказано пить уксус, так как он обладает мочегонным эффектом, а это значительно повысит нагрузку на этот орган. Еще нужно минимизировать употребление уксуса в пищу при гепатите, нефрите и циррозе печени. Ни в коем случае нельзя давать уксус детям возрастом до 3 лет. А при сахарном диабете пить уксус можно только после разрешения врача. Относительно недавно появилась информация о том, что яблочный уксус помогает избавиться от лишнего веса. Так ли это на самом деле? Можно ли его пить? Давайте попробуем разобраться. Проводилось исследование, в котором ученые на протяжении 3 месяцев давали по 2 столовых ложки уксуса 155 испытуемым с ожирением. За это время участники проекта потеряли примерно по 2 килограмма лишнего веса, а группа, которая уксус не употребляла, осталась при своих килограммах. В другом исследовании ученые обнаружили, что добавление уксуса в пищу замедляет процесс перемещения еды из желудка в тонкую кишку. И чем дольше пища находится в желудке, тем дольше человек чувствует себя сытым, а значит, он будет есть поменьше. То есть мы можем видеть, что определенный эффект есть, но явно не жиросжигающий и очень скромный. Сложно назвать это доказательством. Яблочный уксус может способствовать похудению, однако этот продукт не основа диеты, он выступает лишь вспомогательным компонентом. Он борется с жировыми клетками, уменьшает концентрацию липидов и препятствует образованию жира вокруг наших органов. Все это поможет сбросить лишние килограммы, но только если уксус станет частью комплексного плана по похудению. Для достижения первых результатов нужно ежедневно выпивать стакан воды с 2 чайными ложками натурального яблочного уксуса. Обязательно нужно делать это за 20-25 минут до еды на протяжении пары месяцев. Стоит отметить, что некоторые специалисты не рекомендуют принимать яблочный уксус с утра на голодный желудок. Лучше включать его в рацион, начиная со 2-го приема пищи. Для безопасного приема лучше пить яблочный уксус через трубочку. Так можно уберечь зубы от разрушения эмали. Яблочный уксус борется с аппетитом за счет нормализации уровня сахара в крови. И кроме этого, входящие в его состав пектины приглушают чувство голода и сохраняют ощущение сытости на более длительное время. А употребление жидкости перед едой запускает желудок, облегчает работу пищеварительного тракта и не дает съесть слишком много. Я, например, добавляю столовую ложку уксуса в заправку для салата на регулярной основе, и по моим личным наблюдениям это помогает утолить чувство голода на более долгий период, чем если просто заправить салат оливковым маслом. Думаю, что основная мысль, которую стоит вынести из всего сказанного, это то, что уксус сам по себе не является волшебной пилюлей, способной решить ваши проблемы со здоровьем, но его полезных свойств это не отменяет. Хотя благотворное влияние яблочного уксуса на процесс похудения 100% не доказано, но тонкости этой методики передаются из поколения в поколение. Самое главное, помните, что этот продукт нельзя употреблять в чистом виде и использовать людям с заболеваниями ЖКТ, печени и почек.
Прежде чем начать употреблять яблочный уксус, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что он безопасен для вас.